Всем добрый день! Сегодня будем вязать детские тапочки-следочки. Пандочки вот такие вот. Думаю, они подойдут и девочкам, и мальчикам. Так, значит, следочки у меня на 5, 6, 7 лет. Я их уже примерила. Дальше будет небольшой такой вот ролик. Я на внука на своего померила. Ему только исполнилось 6 лет. Значит, вперед я связала тунисским крючком. Крючок номер 2,5. Остальной весь тапочек я вязала спицами. Спицы номер 2,5. Можно вязать вперед тоже спицами, но тогда нужно увеличить количество петель. Мне удобнее тунисским крючком. Это получается более аккуратнее и легче и симпатичнее. Вот так вот скажу. Значит, по поводу тапочек. Сейчас я их сразу замеряю. Хотя я их в процессе вязания уже мерила. По длине подошвы получились в свободном состоянии 17 сантиметров. Значит, 5-6 лет я посмотрела по схемам. 18-19 сантиметров у ребенка подошва. Вот они натягиваются, как раз подходит. 4-5 лет 17,5 сантиметров у ребенка подошва. Опять же, они будут на него свободно. Если вам нужен будет размер больше или меньше, соответственно, по подошве убавим на пару петель и по длине на один ряд, я так думаю. По переду, вперед я тоже замеряла, но еще раз замерю. 7 сантиметров у меня ширина мыска, высота 9,5 мысок. Значит, ну что я вам хочу сказать. 5, 6, 7 лет по моим расчетам эти тапочки сидят отлично. Кому нужен другой размер, будете прибавлять или убавлять. Значит, дальше. Вязала я вот по такой схеме. Да, я ее перерисовала, чтобы они были в разные стороны смотрели. Я ее на канале в сообщество вставлю или же под фотографией, как обычно, в Одноклассниках в комментариях. У меня страница открыта. Можете зайти и переснять схему или же вот остановить видео и заскриншотить ее. Так, что еще я не сказала? Ниточки у меня акрил. Акрил стопроцентный, в 100 граммах 250 метров. Черные, зеленые и белые. На тапочки ушло где-то полмотка у меня зеленых. У меня было полмоточка. Я еще один взяла, думала, не хватит. Нет, хватило на это на все. Значит, сейчас запущу маленький ролик. На внука померила, посмотрим, как они сидят. Ну что, вроде бы все сказала. Начнем вязать. Вот как смотрится на живом манекене. Моему манекену 6 лет. Вот так вот сбоку. Поверни ножку. Вот свободненькая резиночка. Давай покажем подошву. Как бы тебя так развернуть. Вот так вот у нас подошва. Пяточку. Туп-туп. Угу. Повернем. Вот так вот. Хорошо, свободненько. Сыкнем, Дима. Там не давит, говорит. Все хорошо. Все свободненько. В общем, на 6 лет как раз. Начинаем вязать мысок. Наберем 11 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, смотрите. Теперь первая петелька на спице. Вводим крючок. Провязываем сеть 11 петель. Захватываю ниточку и возвращаюсь по 2 петельки. Иду в начало ряда.
Со следующего ряда начинаю делать по одной добавке. В начале ряда и в конце ряда буду добавлять по одной петельке. Первая на спице, одну провязываю, добавляю одну, идем до конца ряда, в конце осталось 2 петельки. Между петельками поднимаю вот поперечную петельку, захватываю ниточку, добавляю одну, последние 2 провязываю, последнюю за 2 дужки беру, вот 2 дужки вытягиваем и возвращаюсь в начало ряда. Буду делать добавку в каждом ряду, в начале и в конце ряда, пока у меня не будет 19 петель. Когда дойдут до 19 петель, значит, этот ряд буду начинать вязать узор. Вяжем дальше, точно так же все. Захватили, добавили одну. Так, провяжем так до 5-го ряда. Я к вам вернусь и начну вязать узор. Вот одну подняли, добавили, и последние 2 провязываем. Тут 2 дужки, захватила. Все, вяжем так, добавляем петельки. Я провязала 5 рядов. На спице у меня 19 петель. Начинаю первый ряд узора. В этом ряду я добавку больше делать не буду. Буду делать ее через ряд. Всего у меня будет 23 петли в ширину. Первые 9 петель провяжу зеленым цветом. Пять, 6, 7, 8, 9. Панду мы сейчас свяжем в зеркальном отражении. 9. 3 черным. 3 петельки черным цветом. Этот хвостик можно провязать тоже. А потом этот хвостик запутаем, когда будем вязать. Заправим. И оставшиеся петли зеленым цветом. 7 петель зеленым. Четыре, 5, 6, 7. Идем в начало ряда, возвращаемся обратно по 2 петельки. Зеленый над зеленым, черный над черным. Это был первый ряд у нас. Идем в начало ряда. Второй ряд узора. Первые 9 петель зеленым цветом. Буду вязать с добавкой. Добавку сделали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 петли черным. Раз, 2. Ниточку перекинем, чтобы протяжки не было большой. 2, 3, 4,
1 зеленым, 3 черным, 4 зеленым. Вместе с добавкой 4 зеленым. Так, и последняя по 2 дужки. А что я тут затянула так? Возвращаемся в начало ряда. Так, что это у нас второй ряд был? Все вяжем. Третий ряд узора. Я здесь добавку делать не буду. Первые 5 петель провяжу зеленым цветом. Две черным, 1 зеленым, 4 черным, 2 зеленым. Ой, забыла перекрутить нитку. 4 черным. Оставшиеся петли до конца ряда зеленым цветом. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. Это был третий ряд. Еще сделаем по одной добавке, и все, у меня будет всего 23 петли. Возвращаемся в начало. Четвертый ряд. Я сделаю последнюю добавку. 5 петель зеленым цветом вместе с добавкой. Три черным, 1 зеленым, 4 черным, 3 зеленым, 3 черным, 4 с добавкой зеленым цветом. Все, возвращаемся в начало ряда. Это был четвертый ряд. Пятый ряд. Первые 4 петли провяжу зеленым цветом.
Далее 16 петель черным цветом. Это очень много, поэтому, когда мы закончим 16 петель, я подключу второй клубочек. Потому что дальше по схеме, смотрите, у нас будет в середине черный и белый. Зеленый только будет по бокам. Поэтому зеленый я буду вязать с двух разных клубочков. Сейчас я довяжу с вами до начала головы, а дальше уже будем продолжать сами по схеме. Значит, 5 зеленым. Вяжем дальше 16 черным. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ой. Вот так вот. Теперь новую ниточку сделаю. Их можно было сделать с самого начала, чтобы не было вот этого вот протяжек здесь. Одну сюда подвязать, а одну сюда. Вот. Так, 3 петли последних зеленым. Это у меня какой 5-й ряд. Довязываем, идем в начало ряда, возвращаемся. Оп, так куда ж ты? Так. По 2 по 2 идем в начало ряда. 6-й ряд, первые 4 петли зеленым цветом. Так, дальше 8 черным. 4, 5, 6, 7, 8. 3 белым. Раз. Теперь этот хвостик я провязываю петельку им одну, а потом его запутываю. Ну, введу между ниточкой, провязываю его. 3 белым. 5 черным. Вот он хвостик. Два. Три. Хвостик поднимаем. 4. И опять его вниз. Все. Можно отрезать. 5. 5 черным. Оставшиеся 3 петельки зеленым цветом. Это был 6-й ряд. Довязываем. Возвращаемся в начало ряда. Так, все, начало, принцип понятен, как это вяжется. Подсоединяем ниточки. Добавки показала. Сейчас еще один рядик провяжу. А потом давайте по схеме будем учиться вязать. Возвращаемся в начало ряда по 2 петли. 7-й ряд. Первые 4 петли зеленым цветом. Раз, два, 3, 4. 2 черным. 1 белым. Можно отдельную ниточку подсоединить. Можно, когда возвращаться будем, протягивать ее просто. 4 черным. Раз,
2. Перебросим теперь ее. 3, 4. 2 белым. Раз, 2. 1 черным. 3 белым. Раз, 2, 3. 3 белым. И что у нас? 3 черным. Раз, 2, 3. Оставшиеся 3 петли зеленым цветом. Два, 3. Все, идем обратно. Возвращаемся в начало. По 2, по 2. Так, это какой у меня ряд? 5, 6, 7 ряд был. 7 ряд. Все, возвращаемся в начало. Вот начало положено. Значит, я провязала с вами 7 рядов. Теперь что делаем дальше? Дальше вяжем по схеме. Вот, мы дошли до носика. Можете заскриншотить или в сообществе схему взять, или в комментариях в Одноклассниках, или сообщество. Прямо здесь на канале я схему вставлю. Далее вяжем нашу мишку до конца. Я всего провязала 27 рядов. Вы можете сделать немножечко меньше, 25-26, смотря как у вас будет размер. Вяжем по схеме до конца. Я к вам вернусь, довязываем мысок. Закончила вязать мысок. Высоту у меня 27 рядов, в ширину 23 ряда, в сантиметрах ширина у меня 7,2, высота 9,5. Так, теперь закрываем петельки и будем делать обвязку. Ниточку протягиваю, еще раз протягиваю. И последняя, под 2 дужки. Вытащили. Так, сзади хвостики попрячем все. Подтянем. Таким способом запрячем. Все обрежем. Так, теперь что я сделаю дальше? И также остальные хвостики тоже попрячем. Белой ниткой сейчас наберу петельки. По всему мыску наберу петельки. У меня будет 65 петель. 27 рядов у меня было. Я с 11 набирала. 11 петель набирала, 65 получится вокруг. Значит, наберу петли и обратно вернусь все лицевыми. Так, вот так вот. Эту зеленую ниточку не обрезаем, она нам нужна будет. Набираю белым. Потом эту зеленую провяжу тоже белым.
под двумя дужками вытягиваю ниточку. И вот так вот по одной наметим сразу серединку, чтобы у нас было одинаковое количество с каждой стороны. Набираем петли. Набираем петли и возвращаемся все лицевыми. Набрала петли, провязала, вернулась лицевыми. Теперь что делаем дальше? Провяжем вот эту вот высоту. Вот так вот. Сколько она у нас сантиметров? 2 сантиметра. Провяжу все лицевыми петлями. Значит, сейчас я буду вязать 3 белых, 3 зеленых, 3 белых, 3 зеленых, лицевыми петлями, 3 белых, 3 зеленых, и по изнанке точно так же провяжу 3 белых, 3 зеленых, потом еще один ряд провяжу лицевыми белым, и еще 2 ряда зеленым. Все, 2 сантиметра всего. Значит, вяжем 1, 2, 3. Все лицевыми. Можете свой узор поставить, какой хотите. Я вот такими черточками попроще, побыстрее. Но тем не менее выглядит хорошо. Так, вяжем. Я буду вязать 3 белым, 3 зеленым. Вернусь опять лицевыми. Потом один ряд провяжу белым лицевыми и пару рядов зеленым. 2, 3. Понятно, да? Сейчас провяжем эти 2 сантиметра и потом перейдем к подошве. Два, 3. Вот так вот продолжаем вязать. Ох. Так, 3 белым, 3 зеленым, 3 белым, 3 зеленым. Понятно, все. Вяжем рантик тапочки. Провязали боковые части, переходим к подошве. Подошву буду вязать на 11 петлях. Средние 11 петель. Буду делать прибавки с каждой стороны, пока у меня не будет 21 петля. С 11 расширю до 21. Всю подошву буду вязать платочной вязкой лицевыми петлями. Так, первый ряд. Первую провяжу. Прибавки буду делать по изнаночной стороне. Можно делать по лицевой. Я по изнаночной буду делать. Крайние петли буду провязывать по 2 вместе. Одну с подошвы, одну с боковой стороны, 2 вместе изнаночные. Первую снимаю, накид, добавку делаю, все вяжу лицевыми. Перед последней петлей делаю добавку, перекрученную петельку. Последнюю по изнанке провязываем 2 вместе лицевой. Развернулась. Вяжем все лицевыми.
До конца вяжу все лицевыми. Последние 2 петельки закрою вместе. По изнанке буду по одной делать добавку. Все. 2 вместе. Изнаночную подтянули. И так буду вязать, пока не закончатся все петли на спице. Опять же сделала добавку одну и все лицевыми. Так, понятно, да? Вяжем подошву, расширяем до, набираем нужное количество нам петель, ну да, правильно сказала. Сейчас я замерю подошву. Где моя линейка? Значит, в сантиметрах что у меня получилось здесь? Начало вот у меня где-то 3,5 сантиметра. И в конце 6,5. 6,5. Вяжем подошву. Дойдем до конца. Встретимся. Закончила вязать подошву. Теперь что дальше? С каждой стороны наберу по 11 петель. Всего у меня будет 43 петли. Будем вязать вот эту вот часть. Так, сейчас померяю, сколько у меня тут всего получается. Значит, по подошве до пятки 17 сантиметров. Вот эта вот часть, полотно само у меня будет 7 сантиметров. Так, и ширина какая? Здесь я мерила. Ширина 6 с хвостиком. И здесь 8,5. Так, все замерила. Набираем петельки. Под 2 дужки. Вытягиваю по одной. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Набранные петли провяжу изнаночными. Дальше вот эту вот всю часть я буду вязать лицевыми петлями. И так же, как я делала вот эту вот обвязку мысика, буду вязать 3 белых, 3 зеленым. 3 белым, 3 зеленым. Все буду вязать лицевыми петлями. Чередовать белые, черные, но между ними зеленые. Значит, сейчас наберем петли с каждой стороны. Провяжем пару рядов зеленым цветом. Потом начнем вязать черточки. Так, возвращаемся изнаночными. Вяжем изнаночными все. Боковые провяжу изнаночными, по подошве лицевыми. Так, вяжем. Точно так же наберем петли с другой стороны. Так, раз, два,
Набираем петли до конца и по изнанке провяжу все лицевыми. Потом еще 1-2 ряда лицевыми. Дальше буду вязать вот эти вот полосочки. Понятно, да? Добираем петли по изнанке лицевыми и еще 2 ряда лицевыми, если провяжем. 9, 10, 11. Все, набрали петли, разворачиваемся и все вяжем по кругу лицевыми. Набрали петли, провязали пару рядов лицевой. Значит, у меня 43 петли, у вас может быть и 40, и 44, в зависимости от размера и толщины нити. Теперь далее я буду вязать все лицевыми. 3 белым, 3 зеленым, 3 белым, 3 зеленым. Все петли буду вязать лицевыми. Потом точно так же, только черным. Между ними один ряд провязываю зеленым. Все лицевыми. Так, первый белый. Провяжем нужную высоту и перейдем к пятке. Проще простого. Сейчас сначала начну, потом сами. Так, 1, 2, 3. Теперь зеленым. 1, 2, 3. Опять белым. 2, 3. И опять зеленым. Так идем до конца ряда. 3 белым, 3 зеленым. Лицевыми идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Изнаночная сторона. Вяжем по узору, по рисунку. Белый над белым, зеленый над зеленым. Все вяжем лицевыми. Следующий ряд провяжем весь зеленым. Потом точно так же будем вязать вместо белого. Я поставила черный цвет. Все понятно здесь. Все лицевыми. И по изнанке, и по лицу. Ой. 3 зеленых, 3 белых. 3 зеленых, 3 белых. Все вяжем. Вот она, зубчики получаются здесь. Значит, всего я провязала полных 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Полных 15 рядов. 15 вот от этих вот бороздок зубчиков у меня получилось. Я уже замеряла. Вот сколько это вот? 7 сантиметров. Довяжем до пятки. Начнем вязать пятку. Вяжем сейчас вот тут вот полотно тапочки. Закончила вязать полотно. Теперь переходим к пятке. Пятку буду вязать на средних 11 петлях. Теперь последний ряд я провязала лицевыми все зеленым цветом. Ниточка у меня вот здесь. Я ее не обрезаю. Что я сделаю? Я просто ее перекручиваю между петлями. Туго-туго. Вот так вот перекидываю вперед-назад, вперед-назад. Пятую буду также вязать чулочку, платочкой всю, платочной вязкой, все лицевыми. Так, перекинула. Вот я все лицевыми буду вязать. По 2 соединять изнаночной и с изнанки лицевой. Все, перешла на пятку. 11 петель провязываю лицевой. Крайние 2 соединяю по лицевой стороне изнаночной, по изнаночной лицевой.
Окей. Все, вяжем пятую до конца, пока у нас не закончатся все петли на боковой спице. Все лицевой. Последняя петелька. Изнаночная 2 вместе. Переходим на изнаночную сторону. По изнаночной первую снимаю. Все вяжу лицевой. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И последние 2 провяжу вместе лицевой. Если у вас получилось четное количество петель, то на пятке, соответственно, будет четное. Если не четное, то по пяточке будет идти нечетное количество. У меня не хватило нитки. Сейчас я привяжу новую ниточку. Все, снимаю. Первую снимаем. Дальше вяжем все лицевой. И последние, крайние 2 закрываем по 2. Думаю, все знают, как вязать пятку, поэтому провяжем, пока у нас вот эти вот петельки все не закончатся до конца. Все, я перешла на 2 спицы, пятку буду вязать на 2 спицах. Последние 2 вместе изнаночной. По изнанке последние 2 вместе лицевой. Довяжем до конца и будем делать вот эту вот обвязочку. Вяжем. Закончили вязать пятку, закрыли петли. Теперь будем вязать вот такую вот обвязку беечку. На 5 спиц, на 4 спицы я по кругу наберу петли. Вот под первой кромочной петелькой вытягиваю петельку. У меня всего получится 50 петель. 51 была, но я ее одну сократила. Вот так вот по одной наберем петельки. И первый ряд я провяжу изнаночными петлями. Набираем так петли. Набираем по всему кругу. Первый ряд провяжем изнаночными. Провязала первый ряд все изнаночными. Дальше буду вязать 4 ряда лицевыми. Провяжу 4 лицевыми. Потом буду вязать белым цветом. Продолжаем вязать по кругу. Все лицевыми. Все, вяжем все лицевыми. Понятно. Так, провяжем 4, я провязала ряда лицевыми зелеными. Потом перейду на белый цвет. Всего я провяжу 11 рядов. Если хотите чуть-чуть повыше, можете сделать 13-14 рядов. Провяжем. Можно вязать одним цветом, как хотите. Провяжем эту высоту. И потом вот ее будем прикреплять. Вяжем. Провязали нужную высоту окантовки. Теперь выворачиваем тапочек наизнанку. Все это хорошо разравниваем. Так. Вот теперь смотрите. Снимаю петельку одну. Для тех, кто не знает. И буду ее привязывать к петельке наборного ряда. Самый первый ряд, вот он у нас под кромочной проходит. Вот они, поперечные петельки. Снимаю. Ввожу под петельку. Захватываю ниточку. Протягиваю. И вот такой косичкой закрываю. Так закрою весь тапочек. Вот по одной, по одной.
Где она вот у нас тут? Вот поднимаем ее еще раз. И так вяжем до конца. Все, закроем нашу веечку, окантовочку. Вот такое дело у нас должно получиться. На этом сегодня все. Всем легких петелек, мира и добра. Увидимся.